Добрый вечер. В эфире очередной выпуск подкаста LabVacar и в студии Алексей Малов. Неделя выдалась богатая на события, и обо всем по порядку. Первая и главная внутренняя новость Латвии – это то, что со 2 сентября почти 6 тысяч жителей Латвии, которые имеют российское гражданство и которые не предприняли никаких действий для того, чтобы получить постоянный вид на жительство или временный вид на жительство, или получить какие-либо документы для проживания в Евросоюзе, вынуждены будут покинуть Латвию. Как такое количество людей одномоментно, у которых здесь находится имущество, друзья и так далее, будут выезжать, это большая загадка и большая проблема, которая, безусловно, встанет осенью. Правовой механизм запущен, люди подали в Конституционный суд для того, чтобы отстоять свои права, но, скорее всего, Конституционный суд вынести мотивированное решение, которое бы зафиксировало этот статус, в выделенный 3-месячный срок, скорее всего, не успеет. И да, это будет действительно большое событие, которое, безусловно, найдет отражение в российской пропаганде. То есть последствия того, какие картинки будут показаны для всего русскоговорящего российского населения, не только в России, но и всего мира, будут красноречивые. Да, это 6 тысяч из тех 25, которые всего находятся и которые попадают под этот закон. Больше 18 тысяч человек предприняли какие-то действия по сдаче языка, по оформлению документов и так далее. Но вот для 6 тысяч человек это все остается большим вопросом, потому что переезд – это, в общем, то еще развлечение. Вторая внутренняя новость, то, что в Латвии действительно растут цены на топливо. То есть дизель и 95-й, 98-й резко выросли в цене. То есть это действительно очень сильно бьет по экономике. Безусловно, скорее всего, это приведет к росту цен. То есть это инфляция. Ну и, так как горючка есть во всех товарах, услугах и практически во всех товарах и услугах, безусловно, ожидается рост инфляции. Ну и, к сожалению, традиционная украинская история, это события, которые происходят в Украине и вокруг Крыма, это атаки спецподразделений Украины на инфраструктуру, танкеры, дороги, мосты, которые вокруг Крыма расположены. Все выглядит так, как подготовка к большому серьезному наступлению и такой сигнал для жителей Крыма для того, чтобы они определялись, остаются они или нет. Даже официальное объявление от Минобороны по поводу возможных проблем с портовой инфраструктурой не только Крыма, но и Новороссийска и прочих портов говорит о том, что на самом деле это будет масштабное большое мероприятие, к которому граждане России должны быть готовы. Вот. И понятно, что август в целом для российской реальности месяц проблемный. Все сложные кризисы, вызовы и так далее, так или иначе в массе своей ассоциировались с августом. И, судя по всему, 2023 год не будет исключением. Мы, безусловно, еще пару передач застанем в августе и через неделю вернемся, обсудим это все. Спасибо большое. До встречи через неделю.